начинаем новый перегон. Привет, братва! Всем привет! Так, все, давайте осмотрим. Вроде так все нормально. Ничего, но он вроде мальца по-другому. Так, а вот здесь чуть-чуть по-другому. Фиг ее знает, что может быть дорогой. Все завели. На один светофор попали, все. Собрали все светофоры. Ладно, едем. Дорога еще очень дальняя. Ну только начало. Ребят, еще вот здесь вот реально, блин, плохо. Здесь ниш вообще никаких нет. То есть вот, например, положить там, да, тот же телефон, например, или там еще что-нибудь такое. То есть некуда. Крючков, вешалок нет. Вот видите, вот я сейчас снял кофту. Вот один крючок есть. Вот у меня висит куртка, сумка. Все, больше вешать некуда. Офигеть. Вот это вот, ну, блин, плохо вообще. Но есть другая сторона медали. Офигенно тепло. То есть вырубаешь вот это и врубаешь вот этот подогрев. И то есть и обдув пошел со всех вот этих вот круглых штучек. Где вот они есть, все круглые. Вот везде начинает дуть воздух. Вот, то есть здесь, тут наверху. Вот здесь сбоку. И становится прям просто. Если даже определить, например, как здесь тепло или нет, открываем вот этот вот бабоса-приемник и засовываем туда руку. И сразу мы чувствуем разницу, что там холодно, и что здесь прям вообще жара. Вот это радует. Короче, вот. Баклана хватает. Ну, на пол канистры. Все, я капот сам специально снял. Так проще заливать, как тогда я вам показывал. То есть полторашку откручиваете, вставляете полторашку, отверстие и заливаете. Ну, в прошлом ролике я показывал. Так, все, я ставлю назад, закрываем и идем дальше. Все, омываечки добавили во все три машины. Кушать мы пока не стали, время еще рано. Где-нибудь там подальше найдем столовку или там кафешку и будем обедать. Да, блин, в этот раз с погодкой не фартануло вообще. Ну, хорошо, что хоть +1, а не минус. Вот, он как бы снег летит сырой, мокрый, и сразу как бы на дороге вот тает. Но все равно ветер такой ужасный, просто боковой. Сейчас вот идет машина, ну, сопротивляется, конечно, потому что вот сейчас прям в лобовое дует. И есть опасения, все боятся, как бы опасаются, что возможно и не доехать. А если не доехать, это будет финиш. То есть это не дизель, не бензин, там не подошел с канистры, например, залил или там стрельнул у кого-нибудь, купил у кого-нибудь, залил, доехал. Здесь уже такого не будет. Здесь даже нужно, блин, спецмашину. Такую, ну, спецустановку, которая заправляет, заряжает. Газ — это такая штучка. С одной стороны, вроде дешево, да, там. А с другой стороны, вот, едешь и молишь Богу, чтобы только хватило. Ладно, ребят, едем. Страхово, очень страхово, что может кончиться. Ребят, вот больное место, вообще пипец. Вот зеркало. Здесь, то есть здесь завихрение такое, здесь вся грязь, походу, скапливается. Вот видите, нифига не видно. Включен подогрев зеркал. Вот, горит значок. С той стороны то зеркало вообще прям идеально. Но это пипец. Просто, я не знаю. И подогрев, и без подогрева. То есть зафигачивать его прям грязью и все. Вообще в него не видать ничего. Я уже его, я не знаю, замучился протирать. Вот это вот больное место вот у Волгобасов, у таких автобусов. Ветер боковой вообще очень сильный. Прям этот вагон прям вообще шатать вот так. Вот здесь переметы такие, блин. Справа вот сюда сейчас на дорогу были переметы. Ну хорошо, что хоть тает он сразу. Снег. Посыпалки стоят на стреме, как говорится. На низком старте. Если что, сразу, я так понял, будут поехать посыпать. Так что вот, ребят, погода вообще просто, я не знаю. Значит, такой расклад. Заправка работать стала. Стали заправлять машины, ну то есть автобусы. Ну там кроме автобусов тоже еще есть и фуры, наверное. Движение автобусов пошло, заправка. Вот. Но, типа того, сказали, будут заправлять до 4 часов.
дня. И все, и типа у них заправщик рабочий день кончается. Офигеть. Вот. И сейчас мы типа приняли решение жать газ в палас, чтобы успеть приехать, ну то есть до 4. Посмотрите, ребят, зеркало. Вообще просто финиш, вообще не видать. Че тут как? Я уже замучился, я не знаю, как его еще протирать. Конечно, вот косяк, я не знаю, вот этих, кто придумал эти автобусы. Вот такой расклад. То есть без обеда, без остановок, без ничего, ну как обычно. Ну, если мы не успеваем сегодня заправиться, тогда, получается, нам нужно будет опять ночевать до завтрашнего утра, до 9 часов, когда придут заправщики. И вот типа хотим сейчас успеть заправиться, но не знаю, что получится. Погода разгулялась, снег прекратился, но ветер все равно есть, такой боковой сильный. Но дорога, сами видите, да, уже такая сухая, нормальная, более-менее. И это радует. Так что, так, у нас что там, 96 до места, лампочка горит, стрелка на 0. Так, въехали в Борисоглебск. До заправки, или до чем тут показ, 5-6? Да нет, наверное, скорее всего, километров, я думаю, 10, наверное, до заправки, до места. Потому что он вроде видит, ну, я имею в виду навигатор, но он не туда как-то, не знаю, приводит. Он, видите, разворот какой-то. Там никакого разворота нет. Просто с прямичка, здесь сбоку, справа. И все. Если кто меня будет смотреть из Борисоглебска, ребят, вам привет. Наши. Все заправились, зашибись. Они поехали. Привет, привет. Все, добрались, наконец-то. То я уже переживал, думаю, все, people будет, пипец, короче. Пиплу будет пипец. Крутнулись здесь, то есть заехали вот так, через газовую заправку и сюда. Машин, короче, морено. Кто тут как и где, за кем, ну, то есть я тоже так же встал, я всеми. И будем ждать своей очереди. Так, надо будет сейчас вымыть окно. Потому что пипец. Так, у меня вон пустая бутылка есть. Я думаю, наверное, сделать секалку. Или брызгалку. Вот и поливать раз от раза. Так, все вроде нормально, да? Так, надо с той стороны пойти. Еще посмотреть. Да все вроде нормально. Так что все, пойду я туда, до них дойду, узнаю, что и как, и какие дальнейшие действия. Все, коней заправили. Слава богу, успели, все зашибись. Как раз вот меня заправили, и после меня еще там 2 автобуса, 2 машины, и все. И сказали, мы баста на сегодня, работать больше не будем. Типа завтра только в 9. Так что все, едем сейчас обедать куда-нибудь в кафешечку. Ну а дальше по ходу. Все, с Борисоглебского выехали снова на R или P22, ну, трассу. И все, следуем на Москву. Ребята, погодка разгулялась, да, под вечер. Ну, конечно, прошли 500 километров. Вот. Ну, я имею в виду от Волгограда. Уже вот солнце, все так офигенно. Дорожка замечательная, без кочек, без ям. Заправщики, ребят, сказали, заправилось примерно 90 машин. И вот 90 машин, типа того, все будут на следующей заправке, там, в поселке Козловка. Ну, не знаю, будет или не будет, но, типа, как они сказали, типа, стоять вам, заправляться, ждать очереди очень долго. Вот. Когда меня не заправляли, я был 87-й, как они сказали. Мы сейчас заправляем тебя 87-я машина, автобус. То есть, и сзади меня еще было там 3 или 4 автобуса. Вот, как-то так. Въехали в Тамбовскую область. Всем, кто смотрит меня с Тамбовской области, привет.
Так, соблюдаем дистанцию, все дела, тут знаки. И едем, и едем. В кафе нам как бы не надо обедать. Будем ехать просто и ехать. Так, ребята, варим. Вот эти вот переметы все-таки они дают о себе, конечно, знать. Вот, пожалуйста, фуру сложила. Или выбросила с этих переметов. А может быть, он оттормозился, там легковая разбита. Так, ребят, ну что, поужинали наконец-то и пообедали. Снимать я не стал. Нас уже стало 4. Хотели остаться в гостинице, но вроде пока передумали. Вроде как бы время типа есть. Можно еще проехать. И типа там где-нибудь подальше, там часиков 11-12, типа посмотреть гостиницу. То есть как бы дорога вроде нормальная, ничего такого. Льда нет, ничего нет, снега нет. Да, ребят, дорога изменилась в корне. Смотрите, просто пипец. Здесь, короче, и не чистили, и не сыпали. Вообще ничего не делали. Здесь просто прикатали и все. Очень опасно, блин. Кидает вообще прям. Ну, вот так автобус ездит. Короче, вот это, там были переметы, а здесь уже прям сплошная вот такая фигня. Да. Жестко, жестко. Так, все, остановились в гостинице. Вот, смысл туда ехать дальше на следующую заправку нет. Там потому что 90 машин. Все равно мы сейчас, если даже приедем, осталось полпути проехать. Вот, мы там будем стоять ждать, когда все заправятся. То есть, что мы в гостинице поспим, отдохнем нормально. Что мы будем просто тупо мерзнуть в автобусе сидеть. Все, 4 машины здесь. Все здесь. Идем в гостиницу заселяться. Всем доброе утро, ребят. День следующий. Так, все, сейчас рюкзак ложу в автобус. Идем завтракать. Завтраки здесь тоже что-то дорогие. 130 рублей. Яичница только. Представляете? Ну ладно, делать нечего. Приобретем яичницу. Покушаем и поедем. Так, все, ребят, позавтракали. Яичничку с колбаской. И с кофе. И то кофе, блин, зажали. Так, масса 220 рублей. Вообще байда, а не гостиница. И как кафе тоже байда. Ладно, пусть греется. Так, что у нас? Так у нас, да? Да. Сразу зарядочка пошла у нас. Вот телефону 5 лет. Все, батарейка практически накрылась. Долго уже не держит. То есть включаешь интернет, все, начинает сразу моментально разряжаться. Так, ну все вроде пока что. Сейчас переобуемся и все, и поедем. Вот сеточка летняя. В таких осенне-весенних ноги начинают уже кипеть просто. Еще не нагрелась. Холодно пока. Ну все, выехали. В путь дорожку. Так, котел включен. Это так, еще в салоне надо включить. Так быстрее вроде как бы. Ну и получается там нагрето. Сюда тепло заходит. Вот через этот бабосоприемник тоже тепло попадает. Вон, ребят, смотрите, какая церквушка замечательная. Сказали вроде как бы, что там на следующей заправке, вот следующий этап, ну следующая ступенька. Здесь кусочками, отрезками идет. Первая заправка, вторая заправка, то есть рассчитан как раз вот именно 400, там, ну почти 500 километров. То есть на той заправке типа все машины там говорят, очередь километра. Ну не знаю, правда, неправда. Ну может быть пока мы сейчас едем 200 км или сколько нам, 2 часа 22 минуты. Вот. Может быть, конечно, уже рассосутся. Но там типа того может кончиться газ, бочка. И тогда надо ждать, когда приедет другой газовоз, там сливаться или там что будет, не знаю. Но все равно, короче, решили ехать, не оставаться там в этом. Ну не понравилось мне там, честно, в этой гостинице. Что-то как-то обслуживание не очень.
кормят не очень, за всякую фигню берут деньги. Короче, омывайка, бачок, новый автобус, омывайка, бачок, вот где моторчик там вставлен, вот, через него капает. Ну, может быть, не через сам моторчик, ну, короче, по низу моторчика, может быть, он там вставлен плохо, резинка, может быть, там не держит, но все равно капает. Вот я сейчас еще взял баклаху, одну залил, половину, на всякий пожарный, не знаю, насколько хватит. Вот видите, открывается купюроприемник, уже сразу спрашивает: давай бабосы. Наоборот, вернее, ну и сюда давайте бабосы в кабину. Погодка разгуливается, жмуриться устал от снега еще белого и еще солнце. В принципе, нагрелось так, все тепло, сейчас жарко. Сколько нам? 67 осталось до места. Надеемся, что там уже больше половины заправились, что стоять долго не придется. Вот, это самое такое основное. Милиция остановила. Спрашивает, что за фигня такая? Пустые, не пустые. Вот, говорим, перегон. Машин много. 90 проехал, и еще там будет. Все, отпустили. Документы смотреть не стали, просто спросили, поинтересовались. Все, вот мы тронулись. Так, проехали Стеллу, Московская область. Всем, кто меня смотрит с Московской области, всем привет. Так, ребят. О, очки снимаешь прямо сразу, как солнце по глазам бьет. Все, добрались до заправочки. Деревня Козловка. Вот. Ну, нормально нам придется здесь потусить. Часика 2 точно, а может быть побольше. Плюс-минус, короче. Вот на готове газовозик уже приехал. Блин, питерская он колонна обсохла. Офигеть. То есть газ кончился, тащили на эвакуаторах. Он там сейчас с той стороны, короче, заправки, эвакуатор. Смотрите, ребят, шланг отпаривает горячей водой, как замерзает. Так, ладно, сейчас я подъеду, меня тоже заправят. Ребят, какая-то непоняточка. То есть, вон, видите, третья машина в зеркало. Вот за мной стоит машина, еще вон третья машина. То есть, он заправил, стал выезжать, и бах, заглохло. Вот. То есть, операторы говорят, типа, это газ слишком холодный, замерзает все. То есть, видели, да, он чайником отпаривал, кипятком. И вот, типа, там замерзло что-то. Ну, вот, то есть, в автобусе уже трубки, походу. Вот, он открыл там ящик. Вот, сейчас там солнцем вроде как бы типа греет. Вот такой вот криогазик. Пойдем посмотрим, что тут за фигня. Правда, я вообще не волоку. Че тут как? Почему замерзла? Офигеть. То есть вон у него давлюха какая в системе. А что-то не заводится. То есть вот такая штучка здесь. Да, сжиженный природный газ. Короче, ребят, никто ничего не знает. Этот говорит, заправщик говорит, стойте, ждите, когда нагреется. А когда он нагреется, фиг ее знает. Так, пойду я у себя заглушу. А то это все-таки газ. Неохота, чтобы до следующей этой не хватило. До следующей заправки. Чик, дверка. Ой, как тепло, ребят. Офигенно, но. Нет, надо курточку одевать, пожалуй. А то я так набегаюсь, что можно будет заболеть. Так, ладно, глушим. Короче говоря, открутили, закрутили вентиль. Там с сжиганием. Вот, он вроде как вот огрелся, все, газ пошел. Вот завели, и вон поехали. Вон, 2 машины впереди. Фиг знает, трубка что ли замерзла, или сам кран замерз. Верхний там. Ну, у него чуть-чуть по-другому. Ну вот, чем у меня синий, а у него красный кран. Пока, ребят, я толком не знаю. Вот мало за мало тоже буду как бы интересоваться этим вопросом. И когда уже все узнаю, уже конкретно можно будет говорить о чем-то. Как-то так. Ладно, едем дальше на Москву. Ребят, снова загорелся чек, как в прошлый раз. Вот этот значок, выхлоп, и здесь оранжевым горит. Так что это все от газа. То есть, фиг знает, может быть плохой газ или еще что, ну не знаю. То есть, и не только у меня. Многие, вот сейчас вон на других машинах то же самое. Так что это газ какой-то.
фиговый. Ребят, ну вот и красный чек загорелся. То есть вон на комбинации горит значок, и вот здесь красный с желтым. То есть там значок как бы типа выхлопа и чек. И здесь, вон, видите, на панели. Вот, и плюс ко всему еще он начал дергаться. То есть газ даешь, он туда-сюда, как бы вот так вот. И потом начинает ехать. То есть это стопудово из-за газа, потому что, ну, что еще, больше нечего. То есть два бакса спалили, ничего не было, а тут вот сразу у вас именно заправиться началось. Так что вот в Козловочке такой газ в Козловке. Не хороший, короче, не особо. Но выбора нет, так и придется заправляться. Там заправляются, считай, все автобусы, фуры. И без газа ты просто никуда не уедешь. Так, вот мясо с картошечкой, супец, кофе, хлеб. Всем приятного аппетита, ребят. Все, ребят, пообедали. Как говорится, и жить хочется. Обед 480 рублей. Ну, мясо, картошка, все, ну, такое офигенное, которое, как говорится, долго после этого обеда кушать не захочется. То есть такая вот стояночка здоровенная. Так, все пришли, все завелись, все нормально. Все, тронулись. Едем по М4 на Москву. На МКАД. Хотят так. На МКАД, по МКАДу. Там дальше на Химки. Но не знаю, это просто опять же хотят. А то, может быть, сейчас переиграют опять 100 раз. Пока едем прямо. Так, ребят, вот мы ушли, короче, с М4. Туда дальше показывает платный участок. Вот, сейчас вот едем. Походу объезжать, что ли, платный. Маршрут перестроен. Так, все, короче, мы тут по колечку, по какому-то, по маленькому прокатнулись. Вон, платный участок написан. То есть мы сейчас проезжаем через 600 метров сверху М4. А затем съезд, поверните налево. Вон, Домодедово. Все дела. А в столице погодка просто прям весенняя. Просто прям офигенная. Смотрите, видите, я в одном футбике. То есть солнышко припекает, вообще супер просто. Короче говоря, все тут есть. И платные, и платка, и все на свете. Только в данный момент мы объезжаем какими-то тут, я не знаю, окольными путями все эти платки. То есть, естественно, я еду впервые. Даже и знать не знаю, что это за дороги такие. Но со временем узнаю. Но, по крайней мере, вот едем. Так-то, в принципе, ничего, свободно. Нормально. Вот, ребята, вот скажите, вот стоило вот это вот сейчас, что сейчас вот что сейчас, вот нафига вот это вот нужно? Для чего мы вот сюда приехали? Вот по всем, я не знаю, каким-то захолустьем тут ездили, где машины легковые. Мы ездим на 12-метровом таком автобусе, фиг знает где чего, тут по каким-то проулкам, закоулкам, объезжаем платки какие-то, заезжаем на МКАД, где вон все красно, блин, красно и желто. Для чего? И вот сейчас я, вот не дай бог, вот стопудово я сейчас, мне кажется, будет, что мы сейчас уйдем с МКАДа, уйдем опять вниз туда куда-нибудь, по какой-нибудь опять Волоколамке, уйдем до 107 и по 107 доедем до М10. Вот у меня такое чувство, сейчас опять так будет. Вот для чего вот эти вот качели, я не понимаю вообще. Так, ребят, с МКАДа мы ушли, обратно куда-то в Курмыши. Сейчас будем обратно ездить, петлять и фиг знает, что выгадывать. Вообще непонятно, вот честно, я не понимаю. Ребят, вы хотели бы когда-нибудь по Москве прокатиться, стать, ну, как сказать, с экскурсией с такой, по всем улочкам, переулочкам на 12-метровом автобусе, вот, еще когда не знаешь нифига. Ну и посмотреть такие, как сказать, красоты столицы. Сейчас я посмотрел он по навигатору, то есть мы прям чуть ли не через центр поехали. Едем вот сейчас, чтобы выехать там где-то, фиг знает где.
Короче, с этих с МКАДа свернули, но не на Ленинградку, а куда-то. Короче, в сторону туда, Шереметьевым показывает. Ребята, наконец-то из конца-то в концов это случилось. Все, мы выбрались. Едем сейчас по десятке. Но фигашить нам еще нормальненько так. Я имею в виду до заправки. А до Питера еще 664. Ну мы в принципе не в Питер. У нас сегодня перегон. Волжский город Пушкин. Вот. Так что до Пушкина еще как пешком до Пекина, как говорят. Так что так. Ладно, едем дальше. Ни кафешки, нифига ничего такого нет. Даже странно. И не дай бог еще кончится газ. Типа здесь газа нет, работать она не будет. И все такое. И мы вот поехали туда ночью. Респект. Ну что я могу сказать, ребят? Вот эта машина, этот автобус. Ну все, давай, красавчик.